В деревне Малые Горы каждый знал, если Степаныч на пастбище, значит и Зорька рядом. Старик и его корова были неразлучны 10 лет. Степаныч, похоронивший жену и оставшийся один в большом доме, часто ловил себя на том, что разговаривает с животным как с человеком. Зорька отвечала взглядом огромных умных глаз и тихим мычанием. Но в начале ноября все изменилось. Зорька перестала пастись. Каждое утро она упрямо шла к заброшенному колодцу на краю участка, старому почерневшему срубу, который давно зарос бурьяном. Она стояла там часами, глядя в черную пасть колодца, и жалобно надрывно ревела, словно звала кого-то из глубины. «Да что ж тебе там почудилось, дурная?» — ворчал Степаныч, пытаясь оттащить ее за недоуздок. «Вода там 100 лет как протухла, одни лягушки остались». На 3-е сутки терпение старика лопнуло. Ночной мороз сковал землю, и Степаныч решил: «Заколочу от греха, еще свалится туда, костей не соберем». Он притащил тяжелые сосновые доски, молоток и мешочек старых гвоздей. Но стоило ему замахнуться молотком, как Зорька взбесилась. Мирное животное превратилось в яростного зверя. Она преградила путь к срубу, начала толкать Степаныча мощным лбом, оттесняя его к забору. Когда старик попытался обойти ее, Зорька встала на дыбы, едва не раздавив хозяина, и взревела так, что заложила уши. «Ты что творишь, окаянная?» — закричал Степаныч, замахиваясь молотком. «На мясо сдам, в город отвезу, совсем из ума выжила». В этот момент корова вдруг затихла. Она низко опустила голову, почти касаясь мордой гнилых досок у основания колодца. Там, зацепившись за старый кованый крюк, из земли торчала гнилая, почерневшая веревка. Зорька поддела ее рогом и, напрягая мощную шею, резко рванула вверх. Из глубины, из склизкой темноты колодца на свет показалось нечто бесформенное. Это был старый, потемневший от сырости, кожаный армейский планшет. У Степаныча выскочил из рук молоток. Он узнал эту вещь мгновенно. Его отец, лейтенант пехоты, пропавший без вести в 45-м году, всего за месяц до победы, носил точно такую же сумку. По воспоминаниям матери, отец заходил в деревню на 1 день, проездом, и именно у этого колодца они прощались навсегда. Видимо, уходя в спешке, он случайно выронил планшет в воду или спрятал его там, надеясь вернуться. Степаныч трясущимися руками вскрыл размокшую кожу. Внутри, в истлевшей ткани, лежала старая черно-белая фотография его матери и стопка писем, которые так и не дошли до адресата. Старик опустился прямо в холодную грязь у копыт коровы. Он прижал планшет к груди, и из его глаз, которые не плакали уже много лет, хлынули слезы. Он наконец-то встретился с отцом. Зорька, обладая каким-то запредельным чутьем, нашла то единственное, что связывало его с прошлым. Корова тихо подошла к хозяину, положила тяжелую голову ему на плечо и мягко лизнула его в соленую щеку. В ту минуту Степаныч понял: мы можем считать себя хозяевами земли, но только животные знают правду, которая скрыта глубоко под нашими ногами. И их преданность — это мост, по которому к нам возвращаются те, кого мы уже не надеялись увидеть. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.